Брат, Сяо Ци спит? да. Брат, ты опять переживаешь за боевой континент? Вот и вышли долгожданные первые две серии Боевого континента 2, и в целом впечатления очень хорошие. Хотя сюжет получился немного сжатым и сокращенным, но все понятно, и события развиваются довольно живо. Конечно, не обошлось без того, что создатели вырезали некоторые важные детали, однако, скорее всего, это раскроют в следующих сериях. Очень понравилось, что в битве с духовными зверями использовались кольца и навыки, как и в первой части. Танья обладает духом сине-серебряной травы, точно как Тансан. А еще последователи клана Тан обучены техникам скрытого оружия. Получается, Тансан перед уходом в Божественное Царство раскрыл секреты своих техник – призрачной тени, фиолетового ока, нефритовой ладони и других. Очень приятно видеть знакомые техники. Это означает, что наследие Тансана все еще живет, спустя 10 тысяч лет. Напишите в комментариях, какие у вас впечатления от начала Боевого континента 2. Как мы и ожидали, показали Тансана и Сяову в Божественном Царстве. Это место и правда отличается от Боевого континента. Здесь время течет по-другому. Один день в Божественном Царстве равен 1 году в мире людей. Тансан занимает должность правоохранителя Божественного Царства в лице Асуры. Как создатель клана Тан, он без сомнения следит за тем, что с ним происходит. А за эти 10 тысяч лет многое изменилось. Как показали в серии, 4000 лет назад Боевой континент столкнулся с континентом Солнца и Луны, который приплыл из Западного океана. Из-за этого площадь суши континента увеличилась вдвое, но также это привело к частым войнам. Боевой континент изначально состоял из 2 империй – Небесной и Звездной. Однако теперь он был разделен на 3 государства. До сих пор существовала Звездная империя, но королевская семья сменилась. Они, к счастью, покорили и объединили все свои раздробленные королевства, что позволило им стать едиными и привело к тому, что Звездная империя стала самой сильной среди 3 стран. Небесная империя была разделена из-за раздоров между ее сильными королевствами. В итоге она была поделена на Империю Небесного Духа и Империю Духа. Континент Солнца и Луны, который приплыл с запада, имел обширную площадь и обильные ресурсы. Он слегка уступал Боевому континенту в размерах, но имел лишь одну страну, которая являлась Империя Солнца и Луны. Как только континенты столкнулись, между ними вспыхнула война. 3 страны Боевого континента отправили свои союзные войска, чтобы сражаться против общего врага. После почти 20 лет войны они наконец смогли одолеть Империю Солнца и Луны. С того момента они объединили 2 континента именем Боевой континент. Больше не существовало континента Солнца и Луны, осталась лишь их империя уже на Боевом континенте. Однако эта империя из другого континента не была полностью оккупирована, даже при том, что она проиграла. Они полагались на свои природные преимущества, а также на разногласия 3 империй Боевого континента, чтобы постепенно сформировать стабильную позицию между 4 сторонами. Поэтому войны и жестокие стычки случались почти каждый год. Из-за большого количества войн герцог Белого Тигра, он же отец Хуюйхао, часто отсутствовал дома. В это время в особняке командовала его жена, герцогиня, которая была дочерью нынешнего императора Звездной империи. Она стала плохо относиться к матери Хуюйхао. Хуюнер выросла рядом с герцогом, из-за чего он сильно любил ее. Поэтому жена герцога всегда завидовала ей. Когда герцог ушел, она сразу стала основной целью герцогини. Используя предлог, что мать Хуюйхао подхватила инфекционные заболевания, она прогнала их в деревянные ангары слуг, которые были расположены позади особняка. Более того, она отрезала все их нынешние источники дохода. Хуюйхао было лишь 2 года, когда это случилось. Спустя некоторое время, из-за слабого здоровья, мать Хуюйхао внезапно умерла, когда ему было 10 лет. На Боевом континенте все владели боевыми духами. Несмотря на то, что Империя Солнца и Луны развивалась другим путем в сравнении с остальными 3 империями, боевые духи все же являлись одной из их фундаментальных концепций. Каждый естественным образом обладал боевым духом, который мог быть пробужден в возрасте 6 лет. Боевой дух мог быть чем угодно, от инструмента до животного. Боевые духи звериного типа назывались духами-зверями, в то время как все остальные боевые духи назывались духами-инструментами. Однако, естественно, существовали духи, которые подверглись мутации, поэтому они были исключениями из этого правила. Например, духовные глаза Хуюйхао были такими мутировавшими духами. Несмотря на то, что Хуюйхао был сыном герцога Белого Тигра, он не унаследовал могущественного духа своего отца, Белого Тигра. Если бы он получил этот дух, даже жена герцога вела бы себя с ним по-другому. Но все сложилось иначе. После смерти матери Хуюйхао покинул особняк и отправился в Звездный лес искать себе первое кольцо. Вот здесь и начинаются настоящие приключения главного героя. Он встречает новых друзей, Танья и Бэйбэя, которые стали для него как старший брат и сестра. Танья – нынешний глава клана Тан.
который на данный момент состоит из 2 человек, ее самой и Бэйбэя. Но они пригласили Хуихао в клан Тан, на что он с радостью согласился. Так постепенно начнется возрождение клана Тан. Потом они встретят других монстров Шрека и станут друзьями. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, понравились ли вам первые серии Боевого континента. Подписывайтесь на канал и всем пока.